Солнце почти село над Хаммерхолдом. Альрик нервно ходил по залу величественного дворца. Он ждал Малика. Ему нужно было обсудить тему исключительной важности с нынешним правителем Хаммерхолда. И раз мы уже заговорили об этом величественном герое, будет несправедливо, если более детальнее не остановимся на его истории. Эх, истории! Одни сделаны судьбой, другие удачей. История Альрика сделана из песка и крови. Рожденный в деревенской палатке, окруженной пустыней, его первый вздох был наполнен теплым ветром оазиса. Все племя приветствовало его, когда к нему подошел вождь и промолвил: «В мирное время будь справедлив и спокоен, как вода оазиса. В войне будь неудержим и свиреп, как песчаная буря». Кредо, которому следовали бесчисленные поколения Детек-Эндил. Детек были хорошо известны своими свирепыми, но при этом справедливыми войнами. Пустыня была их домом и союзником, их закон — единственное, чему они подчинялись. Альрик рос по убеждениям своего племени, познавая пути пустыни и находя утешение в объятиях песков. Но он и не подозревал, что те же самые пески вскоре будут окрашены кровью его братьев. Это было 20 лет назад, когда армии Алого Султана нацелились на племена пустыни. Жестокость, тирания и дикость были методами султана. Ничто не могло остановить его желание покорить эти земли. Племена пустыни восстали против него, но они не могли сравниться с подавляющей и беспощадной силой, обрушившейся на них. Вскоре гордые воины Детек, бросив вызов, остались одни. Воины понимали, что единственный возможный способ победить превосходящую армию — заманить подавляющие силы Алого Султана так глубоко в пустыню, чтобы те не смогли там выжить. Именно поэтому день за днем Детек отступали все дальше вглубь пустыни, ведя султана и его армию к неминуемой гибели. Когда они достигли сердца пустыни, они устроили засаду и атаковали армию султана. Детек знали, что это, скорее всего, будет их последняя битва, поскольку они были в численном меньшинстве. Бой был жестоким, раскаленный песок был запятнан кровью армии султана. Каждый храбрый воин Детек уничтожил десятки солдат, прежде чем отдать свою душу безграничной пустыне. Великая жертва Детек во имя защиты своей свободы пробудила великого духа пустыни от его многовекового сна. Он превратил умирающих воинов Детек в живые пески, которые слились в единую могучую песчаную бурю, что несла все остатки войск султана. Окровавленный Альрик был единственным, кто остался стоять, когда песчаная буря утихла. С горем и желанием мести в своем сердце он встретился лицом к лицу с султаном и положил конец его жестокому правлению одним ударом меча. Дабы почтить великое племя Детек и храбрость Альрика, великий дух пустыни оставил ему один подарок перед тем, как исчезнуть в песках. Теперь Альрик мог призвать своих бывших братьев в виде могучих песчаных воителей на помощь в бою. На помощь в битве против сил темной армии мстительного Везнана. Несколько месяцев назад посланник из королевства принес тревожные новости. Везнан идет на Линерию, ему удалось собрать внушительную армию. Король Динас призвал все доступные армии помочь в грядущей войне. Малик, несомненно, знал, что Молотобережью необходимо помочь остановить это наступление, но, по правде говоря, его армия была разбросана по карте. Часть войска была размещена на южном берегу, их нужно было срочно отправлять туда, поскольку гнусные пираты усилили атаки на поселение у моря. С другой стороны, пустынные племена сопротивлялись все более жестоким атакам разбойников и также нуждались в постоянных подкреплениях их армии.
На оба фронта были отправлены гонцы с приказом взять ситуацию под контроль и вернуться в город как можно скорее. Малик не собирался оставлять жителей деревень на произвол судьбы, и кроме того, у короля Динаса была мощнейшая армия, способная остановить или даже уничтожить могущие силы Везнана. Сама мысль о том, что Везнан захватит цитадель, была почти абсурдной. Потребовалось несколько месяцев, дабы сокрушить пиратов и мародеров, поскольку казалось, что они получали подкрепление из-за рубежа. Но как только была одержана победа, армии вернулись обратно в Хаммерхолд так быстро, как только могли, ведя с собой пленников. Были отданы соответствующие приказы, собраны войска и припасы, и был выработан план. Хаммерхолд был готов выступить на защиту королевства следующим же утром. Именно в ту роковую ночь прибыл гонец. Один из солдат нашел его бродящим по пескам. Он заблудился в вечно меняющихся дюнах пустыни. Палящее солнце и утомительная жара сделали свое дело и почти добили гонца, когда его спасли от неминуемой смерти и доставили в город. После отдыха его ослабленный голос попросил поговорить с лидерами крепости, утверждая, что он обладает важной информацией о судьбе Линерии. Алерик ответил на просьбу, и была назначена тайная встреча. Случилось немыслимое. Везнан покорил Линерию, цитадель пала, а ее король Динас исчез. Малик понял, что что-то не так, как только увидел расстроенное лицо Алерика. Слова песчаного воина с трудом вырывались из его уст, как будто он не хотел их произносить. Везнан разыграл их. Пираты и мародеры получали от него золото и поддержку, тем самым отвлекая внимание сил Молотобережья. Уловка сработала, и теперь он сидел на троне дворца. Атаковать дворец в одиночку равносильно самоубийству, из-за чего были отозваны знаменоносцы и решено создать новый план. Малик услышал новости, и его лицо побледнело. Казалось, что он стоял молча целую вечность. Мрачным голосом он сказал Альрику: «Вели воинам закрыть ворота и укрепить стены. Хаммерхолд, последняя крепость королевства, никогда не должна пасть. Окажем Везнану достойный его темного и жесткого сердца прием и не дадим тирану захватить крепость». Ну а чем закончится, друзья, эта история, осталось ждать совсем недолго. Финальная битва с Маликом уже близка. А для того, чтобы не пропустить это эпическое сражение, обязательно подпишитесь на канал. А на этом все. Берегите себя, и да пребудет с вами сила. Па-па.